Когда Путин начинал вторжение в Украину, он уверял, что его цель – помочь людям Донбасса. Долгие годы российские пропагандисты уверяли нас, что жители Донбасса страшно страдают под гнетом Украины. И теперь-то, наконец-то, вот после освобождения на Донбассе начнется счастливая и свободная жизнь. В реальности же мы видим, что вот те территории, которые на данный момент захвачены российской армией, стремительно скатываются в тотальную нищету, в средневековье и полнейшее беззаконие. Захваченные российской армией города сильно разрушены. В них процветает мародерство, в них уровень жизни скатился до уровня беднейших африканских стран. Больше нет никаких коммуникаций, нет газа, света, воды. Люди вынуждены мыться на улицах и готовить пищу на кострах. Ой, это что вы такое делаете? Хлеб, Это вы хлеб печете? Да. Ничего себе, потрясающе. В Северодонецке, который еще совсем недавно был областным центром Луганской области, привлекал бизнес, инвестиции, развивался, сейчас наступил абсолютный апокалипсис. Недавно я уже показывал вам, как выглядит этот город. Там большая часть зданий разрушена или повреждена. Люди живут в совершенно первобытных условиях и не имеют элементарных удобств. Оккупационная администрация города, посмотрите, с какой гордостью, сообщает, что установила в Северодонецке несколько передвижных помывочных комплексов для местных жителей, где можно помыться по расписанию. Другой возможности помыться в городе нет, потому что нет воды. И вот что они пишут. В городе Северодонецке для населения будут функционировать мобильные помывочные пункты, которые начали свою работу благодаря общим усилиям МЧС Российской Федерации, представителя депутатского корпуса, а также руководства города, которые смогут принять более 100 человек в день. Также в данном пункте жители Северодонецка будут иметь возможность зарядить мобильные телефоны, фонарики, переносные электроустройства. Данная работа была проведена для того, чтобы в условиях отсутствия воды и света в городе население смогло реализовать свои минимальные потребности. Посмотрите, с какой гордостью сообщает так называемый депутат ЛНР Кишкинов. Правда, при этом он не пишет, что до нападения России на Северодонецк у жителей этого города не было никаких проблем с удовлетворением своих минимальных потребностей. У них была цивилизация, у них была вода, свет, а Россия пришла и все это разрушила. Россия уничтожила этот город, и теперь она подает установку каких-то передвижных душевых как достижение, мол, мы вам цивилизацию принесли, пользуйтесь, ни в чем себе не отказывайте. Вот как Северодонецк живет теперь. Это площадь перед уничтоженным Ледовым дворцом, где когда-то проходил исторический Северодонецкий съезд. Обратите внимание, как все вокруг зарастает травой, которая пробивается прямо через асфальт. В городе почти не осталось людей, все сбежали от российских головорезов, поэтому Северодонецк очень быстро дичает и, по сути, превращается в Припять. Побитые российской артиллерией дома время от времени сами по себе разрушаются и падают. Вот видео, которое выложили местные жители, которые как раз засняли, как обрушился один из таких поврежденных артиллерией домов и едва не упал на прохожих, которые в это время проходили по улице. Ты видишь, как опасно ходить? Вот только что завалился этот дом. Буквально вот все на глазах. Только-только все бабахнулся, обвалился дом просто-напросто на твоих глазах. В городе Рубежное, который находится рядом с Северодонецком и был захвачен чуть раньше, процветает мародерство. Местные жители снимают на видео разграбленные магазины, разграбленные ларьки и сообщают, что товары из этих магазинов продавались в других городах, которые находятся под контролем ЛНР. Это означает, что, очевидно, они вывозились, продавались в магазины, которые принадлежат членам этой группировки или ими крышуются. Понятное дело, что если бы не было такой крыши, то никто бы просто не давал бы этого делать и так беспредельно грабить этот город. Вот это не от удара. Это вот таким занимались местные жители.
выгребая все, что только можно. Но я еще, да, ладно, я еще могу понять это, но как тащили мешками, я видела, детские игрушки, чтобы потом где-то это переправлять. Зачем вы это били? Вот, пожалуйста, продолжение балета «Семья» на Хитром рынке. То же самое. Зачем? Зачем? Вот. Гребли. Но только куда это грести, если сейчас, ну понятно, уже сбагрили то ли в Старобельске, то ли где. Но такой кошмар происходит не только в тех городах, где недавно были боевые действия. В Донецке, который захвачен Россией де-факто с 2014 года, например, тоже коммунальный коллапс. Там огромные проблемы с водой. Из-за российского наступления страдает канал Северский Донец-Донбасс, который снабжал Донецк водой. Из-за этого в городе воды фактически в кранах больше нет. И люди вынуждены набирать ее в лужах или речках. Но и этого им тоже не хватает. Из-за нехватки воды жители многоэтажных домов стали мочиться просто в окна, потому что им нечем смывать, извините, за собой в туалете. И в подъездах теперь можно встретить вот такие объявления, в которых соседи просят людей не выливать в окна свою мочу. Когда-то до войны Донецк был современным и прогрессивным городом, где выступали звезды мирового футбола и мировой эстрады. А теперь это африканский Бантустан, где люди выливают в окна свои экскременты. Цивилизации больше нет. И все это происходит с Донецком исключительно после того, как туда пришел русский мир, когда туда вторглась Россия. Россия принесла с собой войну, и нормальная жизнь в Донецке закончилась. Я это говорю как дончанин, потому что я жил в Донецке, когда там была Украина, и я могу сказать, что никогда ничего подобного, как сейчас, в Донецке не было. Пришла Россия, и в Донецке не стало воды, в Донецке какая-то первобытная дикость. То есть Россия принесла на Донбасс нищету, смерть и вот эту первобытную отсталость, какие-то африканские стандарты жизни. Сколько бы они ни говорили, что они помогают Донбассу, это ложь. Они не помогают Донбассу, они разрушают Донбасс, они убивают людей, они сломали миллионы судеб, они уничтожили фактически все, что жители Донбасса создавали всю свою жизнь, и прямо сейчас продолжают разрушать и уничтожать. И это не помощь Донбассу. Это геноцид Донбасса. И вот эту правду нужно сейчас распространять, чтобы весь мир это видел, чтобы весь мир это слышал и понимал, что происходит на самом деле. Поэтому помогите мне, распространите это видео, поделитесь им в социальных сетях, где только возможно, и подписывайтесь на канал. Это тоже очень важно.